Вы на канале По странам, и в этом видео мы проведем свой отпуск, как это делают настоящие вьетнамцы. Остров Пhu Quoc – это жемчужина вьетнамских курортов с пляжами, парками развлечений и другими туристическими забавами. И в этом видео мы заселимся в ультрасовременном городе на побережье, который вдохновлен Италией. Прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, оторвемся в парке развлечений на отдельном острове. И, конечно, посетим самый красивый уличный рынок за всю историю наших путешествий. Окунемся во вьетнамский отдых по полной. Нас зовут Соня и Боб, и мы в кругосветном путешествии. В прошлом видео мы жили на острове совсем в другой его части, где находится венецианская деревня. Да-да, на Пху Quoc много безумно красивых мест, помимо природы. После нашего видео вы однозначно захотите сюда приехать. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео. Ну а теперь, когда ты действительно нажал на лайк, мы начинаем. Солнце зашло, у нас включили подсветочку на домах. Господи, посмотрите, как это все красиво. Просто вау. Люди. Друзья, людей нет. Мы выбрались перекусить, поужинать, но никого нет. Тут только сверчки и все. Больше никого, ничего нет. Но как же нас радуют эти эскалаторы, что можно просто не топать по ступенькам, а доехать вниз. Это уже третий на нашем пути, да. Вот там наш домик. Уже достаточно далеко мы спустились вниз. Мы так рады, что они не работают. Да. Красиво! Вау! Очень клево. А там как будто Колизей. Вон там. Мы продолжаем с Бобом ходить одни, абсолютно одни. Мы хотели дойти до билетной кассы, потому что мы хотим купить билетик на канатную дорогу, чтобы поехать покататься на самой длинной канатке в мире. А сейчас мы идем просто по какому-то чумачечему месту. Тут такие фонарики, такая красивая крыша. Слушай, ну я думаю, что мы здесь не узнаем сегодня ничего, потому что закрыто уже. Уже все закрыто, действительно. Ну и ладно, что, мы-то знаем, где купить дешевле, конечно, на Trip.com, друзья. Вот этот QR-кодик вам в помощь. У меня ощущение, как будто нам уехать никуда дальше не надо. Вьетнам, оказывается, умеет лепить сразу все страны подряд. Может быть, здесь еще где-то запаслась какая-нибудь Норвегия, Исландия. Ну, в общем, все из нашего виш-листа. Может, тут есть какая-то Япония. Просто по Вьетнаму с тобой поездим. В общем-то, кругосветка вот такая будет. Я в шоке. Я не могу поверить в то, что это все реально. Очень красиво. Безумно красиво, друзья. Безумно. Даже ночью, то, что никого нет. Обычно на таких площадях как раз ночью самая тусовка. Люди выходят, шум, гам, играет музыка. А здесь как-то никого, хотя здесь безумно красиво. У меня не укладывается это в голове. Уложите кто-то мне это в голову. Мне интересно, для скольких человек будет сегодня салют. Да. Если мы там будем с Бобом вдвоем, то это будет эксклюзив, конечно. Тут продумали все, каждый кирпичик специально состарили, как-то все это красиво обыграли. Даже штукатурка, как будто есть туалет, но мы прекрасно помним, как ее делали в прошлом году. Мы идем и восхищаемся бесконечно, друзья. При том, что во всех этих домах также есть отели, то есть чисто гипотетически вы можете заселиться прямо в этом замечательном домике с кафешкой на первом этаже. Друзья, это доставка пиццы называется, просто зацените. Пицца и салат в руках, и поехали. Ржака. Отсюда заказали. Да не, я думаю, там просто такой же ресторан этой же сети. Думаешь? Да, просто он пока едет, там же все мошки, все летит. Запах базилика чувствуешь? Мы идем по следу. Это невероятно атмосферно. Смотрите, кафе Венеция, а сверху как сказочно выглядит дом. Сказка. Все выглядит сказочно, кроме цены. 369 за пиццу пепперони, извините, дорого. И бургер 289. Зато в каком месте? Единственный минус.
Это сейчас тут такие плакатики, которые заграждают строечку. В каком городе мира вы видели такие дома, такие рестораны, такие площади, чтобы так это все красиво выглядело, столько фишек разных было, парки аттракционов и так далее, канатная дорога, и чтобы вечером не было какой-то тусовки, ну, не было никого, ничего. Мы за все время максимум 10 человек встретили, это включая тех, кто сидят в кафешках. Но напоминаю, друзья, в 9:30 здесь шоу. Мы с Бобом дошли наконец-то до какого-то базарчика. Здесь уже есть люди, выглядит все это очень празднично, красиво. По идее, мы как будто шли в какую-то такую лапшичную, очень похоже на то, куда мы идем. Но тут я вам скажу, выбор такой достаточно большой. Очень сложно выбрать теперь. Это самый большой банми, который я видела. Посмотрите, ладно, это муляж. Но все равно, конечно, здорово. От 40 до 55. Это все равно дешевле. А с дополнительным топпингом 65 это гораздо дешевле, чем в венецианской деревне. Да. Официально заявляю, это реально самый красивый рынок, на котором мы когда-либо были. А как ты отреагируешь, если я скажу, что здесь банхми стоит 25? Плохо. Я очень плохо отреагирую. Самый дешевый 22. Ребята, мы 2 недели прожили в венецианской деревне и платили за банхми 80-90. Все, мы остаемся здесь жить. Цены адекватные на жилье, на еду. Развлекалово, что еще может быть прекраснее? Ну, все. Ищите нас на Фукуоке, мы здесь. Я не видела таких красивых тележек со стритфудом. Даже в Диснейленде такого не было. Как Я продолжаю возмущаться. 20 тысяч донгов, 2 сосиски. Ну, блин. Нигде такой закуски не было. Ходим, бомбим. Все классно, ребята. Обязательно сюда приезжайте. Мы пришли в уникальное место, называется Кунг-фу Нудл. И здесь вот так вот делают лапшу. Очень-очень интересно. Ее прям руками раскатывают. Это может видеть вот любой человек. Можно прямо здесь сесть и смотреть, как делают лапшичку для супчика. Пришли мы в Фобошную, которая находится прямо на берегу Сиамского залива. Это же Сиамский залив? Где мы вообще? Да. Сиамский залив. Стоит, смотрите, 45 самая низкая цена и 65 самая дорогая, но с креветками. Я такой не очень люблю. Саняшка, ты какой выберешь? Тоже не Я любишь. выберу разное мяско. Может быть, чикен? Самое первое. Я за 50 тысяч выберу. Давай за 60 миксед. Давай. А, нет, вдруг там креветку. Да, там есть креветка, блин, отстой. Хочу первое, вот это. За 50 вон там? Да. Угу. А я тогда чикен нудл. Окей. Погнали. Мы с Бобом сделали заказ, объяви, во сколько нам это обошлось. 2 блюда, 2 смузи. 170 тысяч донгов. Вообще норм. Очень дешево для такого места. Выглядит очень классно. Это, кстати, нифига не вьетнамская, а китайская лапшичка. Сидим мы прямо на берегу. Нам даже не верится. Здесь, смотрите, пальма свисает. Вода прозрачная, мы как в раю. Наконец-то принесли наш заказ. 2 огромных супа, прикиньте, с лапшой, которую прямо вот там сейчас только что сделали. И 2 манго-шейка, 1 с кокосиком еще. Выглядит Вот. неплохо. Огромная порция. Знаете, по местным меркам цена замечательная, особенно когда вы сидите вот так вот классно. Очень мило, клево. Боб пробует. Внимание. Мясо вкусное. А лапша еще непонятно. Мне нравится, ребята. За сколько там это стоит? 45, 50? За 50 тысяч вон. Донг. Донгов.
Ну, вы поняли. Зашли мы в Starbucks посмотреть, сколько стоит капучино большой. 20 ос стоит 119 тысяч донгов. А вот такой вот круассанчик с ветчиной и сыром 85 тысяч. Ну, ценник, ну такое. Ну, какова красота. 1000 лет не пили кофе в Старбаксе. Вы же не думаете, что только у нас наверху есть классный бассейн в здании? Посмотрите на этот Infinity Pool отеля. Что-то там by Hilton. Collection by Hilton. Ну Красиво. как? Да, это просто пушка, ребята. С самым Пушка. шикарным видом на залив и на мост поцелуев. Ну просто вау. Смотрим сквозь кусты, как сталкеры. Сталкерим. А еще в 17:45 здесь проходит такое вот шоу. Всем доброе утро. И сегодня оно у нас поистине доброе. Мы решили не просто выпить кофеечек в Старбаксе у нас в нашей деревне. Мы решили поехать на Лонг-Бич. Это самый красивый пляж на Фукуоке. Мы решили поехать с утреца, выпить там кофе, позавтракать и покупаться. Не переключайтесь, будет интересно. Вот мы все едем и поражаемся, какое количество недвижимости построено. И все это абсолютно пустое. Нет ни арендаторов, ни покупателей. Видно, что есть вывески, да, но при этом помещения пустые. Ну, То есть они да. как даже не открылись. Возможно, кто-то открылся, закрылся. Но это максимально странно. Но выглядит все потрясающе. А это обычный Фукуок с маленькими магазинчиками. В общем-то, выглядит как обычный курортный город. Остров. Вообще, ну, типичная такая история достаточно для Азии. А вот эти венецианские деревни и целые Да, кварталы, не все конечно, так выглядит. Но они есть. Такая застройка, где-то 6 локаций на острове. Вот как мы жили в начале, и сейчас мы живем. Но основная, конечно, это вот такое... Ну, такие обычные райончики. Мы только вылезли из такси и уже видим там безумно лазурную водичку. Я думаю, вечером здесь лютая тусовка, гирляндочки, какая-то сцена. Пляжик выглядит уже очень-очень хорошо. Мы вообще приехали в кофейню и что-то пока что не догоняем, где она. Интернета у нас нет. Да, он чуть-чуть не туда нас привез, но там и надо пройтись будет немножко. А, нет, вон Highlands Coffee. Все отлично, он туда нас привез. Как же, блин, хорошо. Пляж сам по себе очень классный. Песочек чуть-чуть в веточках, чуть-чуть вот в пакетиках. Есть такой мелкий мусор. Но, несмотря на это, мне здесь почему-то очень нравится. Наверное, все-таки цвет воды решает, ребят. Я надеюсь, камера очень хорошо передает цвет. Она наипрозрачнейшая. Также здесь можно взять гидроскутер, но я не очень уверена, что мы его возьмем, потому что стоимость здесь зашкаливает. Ой, 20 минут, миллион вон. $40 это дофига. За даже не 40, а $45. Ну, я бы не сказал, что они новые, то есть они такие уже нормальные, повидавшие мир. А вот и Highlands. Погнали завтракать. Идем мы по пляжу и немного, конечно, расстраиваемся. Но посмотрите, ну какая грязюка. Неужели сложно почистить песок? Так прикольно, что, знаете, обычно ходят, а тут на байке разъезжают. Ржака же. Да, крупный мусор странно, почему не убирают. Ну, неужели так сложно? Есть мы машинка думали- вот такая, которая чистит, просеивает. Это уже просто час
убить и все, раз в неделю хотя бы почистить. Мы думали, что мы здесь сядем и будем здесь купаться. Но, честно Но говоря, я пока не хочу здесь купаться. вы бы здесь купались? Это первый Highlands кофе и вообще первая кофейня, которая без кондиционеров. Смотрите, здесь просто вот такие вентиляторы. Вау. Традиционный завтрак в Хайландсе сегодня, конечно, необычный. Посмотрите. Наш заключительный вьетнамский завтрак в Хайландсе. Да, потому что завтра мы будем завтракать уже в парке развлечений. Хотите прикол, ребятки? Сидим мы такие в Хайландсе. И я решил посмотреть вообще, что там с такси назад. Понятно, что мы еще прогуляемся, но такое. И я открываю приложение, а там нет вкладки такси и вкладки доставки. Точно так же, как было в порту, когда мы сюда только прилетели. И у меня раздрай. Что же делать? В местном приложении мы зарегистрироваться не можем, потому что там нужен вьетнамский номер телефона. Мы такие, ну ладно, попросим там у ребят на ресепшене вызвать нам такси за наличку, ничего страшного. Вызовут. И тут мне приходит в голову идея отключить геолокацию в приложении Grab. И что вы думаете? В этом случае изи заказать такси из любой точки острова. Не знаю, для чего это сделано, по какой причине, но имейте в виду, если вы попадете так же, как и мы, вариантов вернуться... О, крабик. Вариантов вернуться много, но, конечно, удобнее, когда ты нажал, и тебе не надо объяснять водителю, куда ехать и так далее. И ты знаешь фиксированную стоимость. Имейте в виду, отключайте геолокацию, все работает. Удивительно, непонятно, но факт. Как водичка? Шикарная, кстати, очень тепленькая. Но знаете, когда подходишь ближе к воде, понимаешь, что здесь грязюка, и туда вообще не хочется лезть. Вот вообще. Вон там вообще просто мусорка на берегу. Да. Мне кажется, когда-нибудь это исправят, и здесь будет шикарный пляж. Но пока что здесь вот так вот. Картинка может быть очень красивой, конечно. Вот, допустим, если мы все это засняли бы издалека, с дрона это все выглядит очень даже миленько. Цвет воды потрясающий, природа потрясающая, но мусор, конечно же, все портит. Поэтому купаться мы здесь расхотели мгновенно, как только увидели количество грязи. Поэтому мы сейчас собираемся и едем обратно в нашу обитель в итальянском стиле. Этот пляж мы однозначно не советуем, разве что приехать кофе попить. Да, с красивым видом. Да. Но это можно у нас в Старбаксе сделать. Зачем тратиться на такси 100 тысяч вон, донгов? Да, блин, когда я перестану путать воны и донги? Хотели вам показать, какой фитнес-зал на первом этаже нашего здания. Не будем туда заходить, там ребята занимаются, но он великолепный. Огромный и классный. Без вида, конечно, это чуть-чуть плохо, да, обычно спортзалы в Азии с каким-то прекрасным видом. Здесь внизу на первом этаже, но он первоклассный.
Ну, то есть место такое, знаете, если вы хотите надолго где-то остаться, то такой очень классный комплекс. В нем есть все. У вас есть и кухня, и стиралка, и спортзал, и бассейн на 19 этаже. И салют каждый день. Салют, да, ну разные шоу, хороший выбор еды. То есть это место прям сильно лучше, чем венецианская деревня, да и, в принципе, чем все курорты во Вьетнаме. И у нас прямое включение самого красивого заката на планете. Так красиво, просто не могу. Мы пришли снова на этот базарчик. Боб сейчас запускает дрон, чтобы мы смогли насладиться этим закатом просто невероятным. Там, смотрите, красивая гирляндочка. Мы зашли, кстати, в пиццерию попробовать. Здесь подозрительно никого никогда не было. Мы сейчас попробуем и скажем, стоит сюда вообще ходить или нет. Вот, Бобби устроилась, все хорошо, мы взяли пивасик, потому что нам уже можно, йоу. Вот, и кайфуем. Романтика безумная. Это ли не кайф, когда вы приходите, и здесь, кстати, странно, ну факт, здесь погода гораздо лучше и приятнее, чем на другом конце острова, где мы жили до этого, поэтому мы радостные, счастливые. Открываем с вами пивко. Сейчас я открою. Обычно это делает Боб, но я сейчас могу. Я же не какая-то гламурная чика с маникюром. Ладно, девочка, у меня просто нет доступа к прекрасному маникюру. Потому что здесь он опасно ужасный. Вот. Открываем баночку и наслаждаемся закатиком. Ну вот и наша пицца подоспела. По-моему, ее чуть-чуть подпалили. Ну да, чуть-чуть подгорела. Впервые вижу, чтобы к пицце дали кетчуп. Это странно. Тоже вопросики. Ну давайте. Нет, не давайте. Она пока еще горячая. Поэтому за вас на фоне заката. Ну вот, Боб откусил, и мы это не засняли. Все, фаталити, все произошло. Второй раз кусать не буду. Как тебе пицца? Неплохая. Неплохая. Сейчас чуть-чуть подостынет. Я распробую и вам скажу все тонкости вкуса пиццерии. Знаете, на взгляд так, что если вы любите домашнюю пиццу, вот вам она зайдет. Ну, это так на взгляд. А если любите итальянскую, ну что, едьте в Италию. Жерло открывается. Кусочек поглощается. Да нет, это вкусно. Она стоила 230 тысяч вон, большая. Это считается большой сейчас. Ну, это норм. На закате такую съесть, мне кажется, вообще вышаг. На улице ливень, а это значит что? Правильно, мы идем на канатку и едем на остров развлечений. Ливень! Просто стеной. Только что его не было. И вот мы хотели выходить из дома. Мы уже даже оделись. Такого еще не было. Что делать? У нас даже зонта нет. Ну, мокнуть как-то отстойно. Ливень. Тем более, канатка не днем. идет. Смотри. А канатка в 9 начинает. В 9 утра, друзья, начинает работать канатка. Время 8:58. Ну, что я могу сказать? Давайте посмотрим, как включит канатку. Ну вот канатка уже начинает свое Ее движение. все равно запустили. Ой, блин, на камеру капает. Ну, в принципе, можно идти. Я ж тут не вижу, что ты прям подорвался. Да. Еще можно дрон запустить, полетать. Прекрасная идея, Саняшки. Мы увидели какой-никакой Да просвет нет. и решили добежать. Но за то время, пока мы спускались, дождь опять Нет. врубился со страшной силой. Ну, блин, мы только что с балкона посмотрели, что он закончился. Просто опять порывы ветра. Ну я уже не знаю, что делать. Вон, я вижу дождевик на Потрем? байке.
Не. У нас сегодня, вы хотите прикол? У нас сегодня крайний день во Вьетнаме. Мы ничего не можем сделать, не вернуть, не Билеты в целом невозвратные. Мы купили, кстати, на сайте Klook. Вот вам QR-кодик, прямая ссылочка. Дождались небольшого просвета. Кстати, время уже 10, мы целый час ждали, пока пройдет дождь. И как будто он сейчас не очень сильный, но вы сейчас увидите, как мы добежим до канатки. Погнали. Канатка начнет работу только через полчаса. В итоге мы решили не тупить и прийти позавтракать, потому что кофеечка во время ожидания окончания дождя нам не хватило. И тут прямо перед входом на канатную дорогу есть кафешка, такой буфет, столовая. И мы заказали завтрак, сейчас нам его принесут, я уже расскажу поподробнее про стоимость. Но самый прикол, что сидим вот мы с таким видом. Красиво, да не то слово. Нам прям такую нормальную порцию кладут, знаете. Блин, напрягает, что здесь перец чили. Ребятки, знаете, что меня напрягает в хорошем смысле слова? Что это стоит всего 70 тысяч донгов. Ребята, здесь, при входе на канатку, ну это вообще нормально. Вот такие сковородки нам принесли. Очень вообще круто. Шикарно. Не, я вот это все Прям готовилось. мясо. Тут стейк. Стейк Смотрите. говяжий, друзья. Сейчас поближе вам все покажу. Одно яйцо. Все это на такой чугунной сковородочке. Какой-то большой кусочек мяса. Я подозреваю, что в остром соусе, но так или иначе. И большая буханка хлеба, ну, багет. Большой багет. И мне кажется, что нам этого хватит, надеюсь, на весь день. 70. Ну да, мы думали, что... Так, будет там гораздо что-то начал дороже. народ орать. Видимо, начали запускать на канатку. Нам надо не пропустить еще полчаса, пока она будет работать. Но сейчас мы Поедим поедим и побежим. Мы почти там. Нас сфоткали на зеленом хромаке и дали какой-то чек. Не знаю, бесплатно это или нет. Очередь проходит очень быстро. Мы буквально за 5 минут оказались уже буквально рядом с кабиной. Ребята, смотрите, здесь есть и лавочка около окошка, и посередине со всех сторон вообще лавочка. Огромная кабинка, которая вмещает в себя 30 человек. Ты сказала каюта? Кабинка, я сказала. Это прямо не докопаться. Страшненько чуть-чуть. Мы так раскачиваемся прям вот уже на аттракционах как будто. А сверху как раз видно, каким был Фукуок до строительства вообще всех этих замечательных комплексов. Нам очень нравится. Здесь комфортно, здесь работает кондиционер или окошки просто открыты. Вообще вау. Да, и нас это не заставляет говорить. Да, страшно. Нам Я, кстати, нравится. больше всего, Только не бейте, нам больше нравится. всего боюсь такие штуки, но тут как-то спокойно, не знаю. Несмотря на то, что тут просто высота космическая. Смотрите, как мы высоко едем. Ну, шакасики, да? Да. А теперь мы вам расскажем, сколько стоят эти фотки. 300 тысяч донгов. Включает одну фотку 10×6, 4 10×6 распечатанных, еще каких-то, еще 4. В общем, куча фоток, но минимальная цена за ваше фото 300 тысяч донгов. Ну вот мы доехали, а тут льет дождь. Все в дождевиках, с зонтиками откуда-то, у нас их нет, поэтому мы так идем мокнуть.
Так, ну сразу давайте посмотрим, куда мы с вами пойдем. Где мы находимся, фиг его знает. Где написано «Юахири», я не вижу. Ага, вот здесь. Ну, почему-то на английском решили не писать. Так, идем вот сюда. Правильно? Да. Или вот туда. Куда-то из этих мест. Ну и все остальное посмотрим по дороге, если вдруг что-то попадет. Ыбки, ыбки, ыбки. Так красиво вообще. Куча ыбок. Да. Знаю, как мы будем сегодня гулять. Единственное, есть надежда, что хотя бы на пару часиков дождь свалит, потому что у меня уже очки все в капельках, я уже вижу плохо. Не говоря уже о том, что перемещаться здесь между какими-то локациями. Ну вот мы перебегаем под зонтиками и все. Шли мы под крышами, вот под такими, все, крыши закончились, дальше пути нет. Что делать? Стоим. Стоим, ждем. Просто Промокать, как это было на Изумрудном острове, не будем. не хочется. Друзья, манго-ресторан. Здесь можно купить сразу было нам комбо вместе с этим рестораном. Это дороже было на 1200 рублей каждого человека. Ну, собственно говоря, здесь тоже можно на кассах купить за 300 тысяч донгов. Да, за 300 тысяч. Безлимитный буфет. Но посмотрите, какой там вообще апокалипсис. Самое большое количество людей, которые мы видели на блоге вообще. Вот они где все. Они здесь толпятся Толпятся, правильно. Толпятся. Да. Ой, безлимитки или что это? Ну да, шведский стол. Но, ребята, хотим ли мы в такой шведский стол, куда надо еще отстоять очередь? Еще и заплатить? Давайте посмотрим, чтоб я... Да, 300 тысяч я вижу отсюда цену, но это жесть. Вы помните, почем мы только что поели? Смотрите, какой капец. Это жесть. Пойдем отсюда. Тут очень много аквагорок. Аквагорок в аквапарке. Вот это короче, да, вот горки, это поворот. Мы нашли Много. аквапарк. Нам нужно найти еще, куда можно положить вещи. Да. Пойдем найдем. А я в воду войду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ребята, прошло буквально минут 5-7. Еще все мокрое. Но посмотрите, голубое небо. Это как вообще происходит? Вот так, по щелчку пальцев. Мы не понимаем. Да. Нашли мы первый аттракцион, идем к нему. Нас отсканировали снова наши QR-кода. Кто бы мог подумать, что это так. Ну ладно. Смотрите, мы куда-то туда поедем наверх. Такая странная, я вообще впервые такой вижу, полностью закрытая кабина с кондиционерами. Это вообще, что за лучший аттракцион. Окей, thank you. Что за лухари? Я впервые в такой обзорной площадке. Кондей, вся фигня. Что? Здесь еще что-то нам будут показывать на этих экранчиках. Музыка. Что, блин? Прикольно. Вау. Короче, это колесо обозрения, наоборот, мы поняли. Оно не такое, а такое просто раз. У нас еще вертят. Мы в космическом пончике. Хочу туда, хочу туда, хочу туда. Все, значит, Боб пойдет туда. Здорово я придумала, я знаю. О, а здесь пляж еще, видишь, не благоустроили, поэтому он там написано, типа, нельзя. Да, прикольно. Так, мы сейчас и узнаем, куда нам дальше идти. А здесь строят тоже еще один городочек. Вот аквапарк. И как туда пройти? Ну, сейчас посмотрим. Нет, дороги, получается, нам надо там зайти изначально. Горок много, но они прям для детишек. Ну там, теле выходит. Ага, да-да-да. А заходят где? Прикрытый хвост американских гор. Ну, они такие лайтовые, без этих. Без мертвых. Короче, прикиньте, американские горки, которые сделаны из дерева. Полностью из дерева. Из таких тоненьких досочек. Мы зачем-то туда идем? Понятно. Ребята, короче, здесь локеры на лицо заточены. То есть вы сканируете свое лицо и должен открыться нужный ящик. Боб пытается открыть уже свой ящик, не знаю, минут 5. Здесь была очередь, мы всех пропустили, и вот только сейчас ящик открылся. А до этого открылся вообще не его, а пустой. Это, конечно, недоработка, потому что все по-вьетнамски. Оказывается, я нажимал открыть еще один, новый.
А надо было просто старый, так что все окей, все работает. Но горка, я вам скажу, стрёмная, капец, очень быстрая. Вот так, вот так. Было страшно настолько, что я первые 5 минут вообще не могла говорить. Народ, я никогда больше не залезу на американские горки. Мне пофиг, как это круто. Нафиг, у меня голова раскалывается. Заходим в парк, Waterpark Aquatopia. Сейчас уже распогодилось у нас солнышко, и мы будем с Аняшкой с кайфом плавать. Потому что очень жарко стало. Очень жарко. Ну что мы видим, что для детей тут, конечно, раздолье, ребятки. Вообще самый кайф. Вот, блин. Надеемся, что и для взрослых будет кайф. Ищем кабинки, переоденемся и будем кататься. Смотрите, какое расстройство у нас ждало. Мы нашли переодевалку. И здесь написано, что экшн-камеры нельзя и телефоны нельзя, поэтому вы... Единственный вообще аквапарк, в котором мы были, там, где именно экшн-камера зачеркнута. Вы не увидите ничего, друзья. Ну что поделать. Жесть. Мы покатаемся и потом вам все расскажем. Саняшка мокрая, это значит, что мы уже где-то прокатились и вернулись, взяли вас погулять с вами по аквапарку. И взяли денежку, чтобы выпить шейк какой-нибудь прохладительный напиток. Мы сейчас впервые вообще вот такие ходим в одежде, впервые в аквапарке в одежде, потому что, знаете, не хочется сгореть раз, а второе еще все люди одеты, я не знаю почему, но здесь единицы ходят в раздельных купальниках. Следующий наш будет развлекалово наша следующая это... Ленивая речка! Ну а в целом, ну что можем сказать, достаточно большое количество горок и на 4, 2 горки, и на 2 много горок. Но, друзья мои, я хочу сказать, что есть и обломчик. Некоторые горки, если ты один едешь, то не больше 115 килограмм, а если вдвоем, не больше 180, не так. Мы вдвоем, ну в смысле я не так не попадаю на эту горку. Саняшка везде попадает. И одна, и вдвоем, и хоть 10. Я нет. Есть несколько горок свободного падения. Тут, кстати, ограничение 135 килограмм. Но знаете, что я вам скажу? Похрен, какое там ограничение. Я туда не пойду. Сливочный. Она говорит, что я сливочный. Сливочный бобяж. А я ты? и так уже сливочная. Это мое звание. Ну, кстати говоря, ленивая речка достаточно большая. Вот чуть-чуть горок вам отсюда будет видно. А мы продолжаем искать, где нужно нам выпить шейк, бэйби. Вот я вижу уже рекламу. Мне кажется, над нами тут издеваются. Мало того, что жара под 40. Ты вот спускаешься и снова поднимаешься. Нашли Саняшки развлечения. Ура! Пока Данки нет. Обычно мы в аквапарках с Данкой были. Это моя младшая дочка. Функцию хотел сказать, функцию младшей дочки. Нет. Функцию испытателя всех детских аттракционов Саняшка выполняет. Нет. Просим. Я думаю, туда нельзя. Как нельзя? Вон дяденьки взрослые ездят. Он не скатывается же. Так, дошли мы до Сан-Банс, короче, бургер. И что мы видим? Мы взяли с собой 200 тысяч, ни хрена мы отсюда не сидим. Нам хватит. Не, я хочу смузи. Да я тоже. Мы шли сюда, думали, что будет смузи, а его нет, ладно. Господи, как же выжить, идем дальше. Видим еще какие-то поливалки, видимо, для совсем мелких. Ну, такое. Вот это я понимаю. Давай, Саняшка, пойдем охладимся. И тут, кстати, есть кайф, есть души. Есть душ, и можно пресной водичкой, кстати, пообливаться. Выполняет профессионал. Для тех, кто не слышит, перевожу, выполняет профессионал. Развлечения, которых мы достойны. Никогда так не делала. Я никогда нигде так не делала. А тут бац! Я останавливаю воду рукой. Вот кайф, друзья, про который я говорил. Смотрите, просто стоит прямо на дороге, а Саняшка врубай. Просто стоит. Ты такой, жарко. И не жарко. Я тоже хочу. А денежка где у тебя? Вот здесь. И все. И не жарко, друзья.
наконец-то мы нашли фреш манго джус за 60 тысяч донгов. Ой, я не знаю, я, наверное, хочу кокос. Блин, или манго. А может фреш пайнэппл джус? А нам хватит на 3? Нам хватит Нам на хватит 3. на 3. Чтобы мы не делали, лишь бы не нести сдачу назад в локер. Так, Что-то за 20. вряд ли. Счастье есть. Хорошо. Кстати, неплохой. У нас сюда достаточно много не колотого, не размешанного льда положила. В условиях нашей жары это плюс, но не кажется ли это чуть-чуть экономит манго? Ну вот, это то, о чем я говорил. 115,1, 182. Я вешу сейчас 124 и нифига не могу. Саняшка решила съехать с горок прямо лицом вперед. Ну что, Саняшка? Все, всем пока. Пока. Саняшка, ну как? Это больно. Больно? У меня ножка зацепилась за что-то. Отстой. Дошли мы до Flow Riders. Выглядит классно, волна вообще шикарная. Все, мы выходим из аквапарка. Счастливые, довольные, Да. уставшие. Такие расслабленные, вообще просто какой-то. Мы в этот раз не снимали выпуск в аквапарке отдельно. Если вы давно на нас подписаны, вы наверняка могли видеть, что у нас есть выпуски, которые мы снимаем про вообще парки развлечений, аквапарки. Прям отдельный большой выпуск. А тут, даже если бы мы захотели снять, мы бы К не сожалению, смогли. запрещено. Да, Поэтому что смогли, то сняли, да. то и показали. И впихнули в большой выпуск про Фукуок. А как тебе вообще аквапарк? Ну, не то чтобы вау. Ну, нормальный, обычный аквапарк. Не без каких-то... Неплохой, не хороший, средненький, среднячок. Ну, хороший аквапарк для того, чтобы приехать отдохнуть с семьей. По-моему, здорово. Особенно детям понравится, потому что там очень большое количество именно развлекух для маленьких детей. Вот. Для взрослых там тоже есть, где покататься, потусить и вообще, честно, ну реально, идеальное место для того, чтобы расслабиться. Просто здесь это не только аквапарк, вот в чем плюс. То есть это такой спектр Да, эмоций. кстати, на американские горки, ребятки, recommended. Очень классная тема. Если вообще. боитесь, то там реально страшно. Я вам как сливочная говорю. Классно, там очень хорошо. Бобу там понравилось, я туда заново не пойду. Вообще не заставите меня. Ребята, кадры с дрона эксклюзивно под управлением Саняшки. А вот сюда мы сейчас пойдем. Это мост поцелуев. Два моста соприкасаются, ну, вернее, не соприкасаются, но можно дотянуться губами и поцеловать друг друга. Мы зашли на VIP-трибуну, с которой смотрит элита выступления. Вот она здесь скрытая, такая вот все, что-то на богатом. И вот вы отсюда смотрите офигенное выступление. А мы будем вон там, где-то там. Где-то там. Ребятки, мы подошли к стенду, посвященному канатной дороге. Видим, что ее построили в 2017 году. Достаточно давно. Посмотрите, какая толщина этого трасса. Решили мы взять пару банных мишек, перекусить. Стоит 40 тысяч донгов. Сейчас надеемся, что это будет вкусно. В переводе с вьетнамского бан хми обозначает свежий хлеб, но на самом деле это только один его вид – свежий багет. Точнее, это название закрепилось за сэндвичем из багета с начинкой, который стал для вьетнамцев таким же символом и агентом влияния вьетнамской кухни в мире, как для американцев Биг Мак. Ну и, конечно, как же в Азии, без свежевыжатых соков, ребятки, здесь они стоят по 20 тысяч донгов.
что вообще мы считаем прекрасно, потому что это все вот здесь на берегу, на закате, где мы ели эти 2 дня. Ну круто. Ура! Мы идем на Целовашкин мост. Придется словаться с ней теперь. Я спросила Боба, почему? В смысле придется? В смысле, типа это тяжело, что ли? Давайте узнаем у него. Отсюда смотрится все еще круче. А вот это какой-то подозрительно крутой ресторан. Не знаю, Слушай, а мне что на кажется, воде вот пойдет красиво. дождик. Вот посмотри налево. А нам пофиг. Мы уже все самое важное сделали. Да, особенно вот там посидели, посмотрели шоу. Ну, там помокнуть посидеть и потом побежать обратно. Это Хоми, это же так просто. А, да, это просто кафешка с фастфудом. А издалека казалось, как будто это Мишлен ресторан. Ну, выглядит круто. И безумный закат, конечно, здесь Да, очень с вообще обеих высоко. сторон. Красиво. Но мы идем туда целоваться. Попкорн 45 тысяч донгов. Дом-домго. Orange Juice 60 тысяч донгов. Мы только что пили за 20. Мы пошли целоваться на разных сторонах. Боб идет наверх, я иду куда-то не туда. Точно не туда. Мне же туда? Все, я наконец-то дошла до своей половинки. Смотрите, тут принято вот так вот целоваться. Это так мило, такая классная вообще традиция. Мы ждем своей очереди пообжиматься. Бобби, ты что-то говоришь, я не слышу. Как выглядит мост поцелуев и этот поцелуй? Вот он. У нас тут реально попасть на секундочку, да? Так прикольно, так романтично. Сейчас я прибегу. А к Бобу подошел человек в форме и что-то показал на телефоне, наверное, просьбу с переводом. Надеемся, что сейчас все будет хорошо. Бегу узнать, что же там происходит. Блин, так обидно, что не разрешили полетать. Я только взлетел, он подошел. Нет, убирай, это опасно. Я говорю, 1 секунду, поцелуй жену, все. Поэтому этот кадр вы видите. На вечернее шоу. Да, у нас же билеты были комбо, которые подразумевают канатку, аквапарк, аттракционы и вечернее шоу. А, еще мост поцелуев. Поэтому сегодня мы сейчас идем на заключительный вечер. У нас, прикиньте, какое классное завершение Вьетнама. Мы завтра улетаем. 70 тысяч, кстати, стоит. 70 тысяч стоит... Вот сюда. А на мост поцелуев мы посмотрели, стоит 100 тысяч вечером и 50 тысяч днем. Такие ребята здесь с претензией на входе. Hello. Проверяют все QR-кодики, все машут, это очень мило, все такие милые. Мы как будто заходим в здание Rolls-Royce, оно такое шикарное. Прям вот все что-то на богатом. Ну все, ребят, мы сели. Мне кажется, то, что это лучше, чем VIP-места однозначно. Подожди, это же есть VIP-места. Прямо Тут было на написано ладошке. VIP-ка. Если мы сели правильно и нас отсюда не сгонят, мне кажется, то, что у нас самый лучший вид вообще. Очень классно.
это Это топ вау! из Это того, что мы лучшее, что мы видели. видели. Это лучшее шоу, которое мы видели. А мы вроде как много чего видели. Да, ребят, Я в всем шоке. рекомендовано в обязательном порядке. И на этой красивой ноте мы с вами прощаемся и увидимся в следующей стране. Не теряйте нас, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик и обязательно... Что? Я сам не знаю, Ladies что. and gentlemen, Смотрите нас. thanks for joining us in Kiss of the Sea. Всем пока!